Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге, семейных путешествиях и жизни в Аргентине. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Привет! Я живу в Аргентине уже 2 года. До этого мы жили в Таиланде. И сюда мы переехали из Германии. А до этого жили на Кипре. Аргентина для троечников. Родное русское. И да, мы уже больше 2 лет живем в Аргентине. Прошлый ролик «Год в Аргентине» набрал уже 24 тысячи просмотров. Там 1000 лайков и сотни комментариев, в том числе от разгневанных аргентинцев. Но, если вы один из них, то могу сказать, что вы не поняли прошлый ролик. Потому что там мы на самом деле хорошо отзывались о Аргентине. А вот в этом готовьтесь, дорогие аргентинцы и те, кто хочет сюда переехать. В этом мы будем разносить и говорить все как есть. Поэтому, если вы не видели или не досмотрели до конца прошлый ролик, то вернитесь и посмотрите. Там мы уже разобрали основные плюсы и минусы жизни в Аргентине. И чтобы не повторяться, в этом ролике мы не будем затрагивать то, что уже озвучивали и про что у нас не поменялось мнение. Я повторюсь только с одним. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто вы выбираете, что вам ближе всего по душе в данный период времени. И предвижу комментарии. Да где вы могли страну понять за пеленками и распашонками с ребенком? Сразу скажу, что за 2 года в Аргентине мы посмотрели 7 ее провинций. Ролики о многих есть уже на канале. Мы занимались всеми документами и легализацией сами, без адвокатов. Собирали документы и ходили во все инстанции, общаясь с аргентинцами самостоятельно. Мы посещали государственные и платные больницы, были в школах и садиках. Я даже стал донором для детей Аргентины. Поменяли 2 нянь и 3 уборщиц. Нам не зашло, поэтому тут мы тоже сами. Ходили на футбол на Ла Бомбонеру с аргентинскими друзьями. Об этом будет отдельный ролик. Покупали множество товаров на местных маркетплейсах и даже продавали там сами. Обращались к адвокатам, подавали в суд на Меркадо Либре, выигрывали слушания в защите прав потребителя. Это тоже расскажу подробнее в отдельном видео. Купили машину и попали в аварию. А вот об этом ролик уже на канале. Ездили на эвакуаторе и чинили машину в сервисе у аргентинцев. Это будет в следующей серии о путешествиях. Я работаю в нескольких тренажерных залах в Буэнос-Айресе и также тренирую аргентинцев. Поэтому мы максимально в контексте жизни здесь. А не то, что приехали, погуляли по паркам, переводчик устроил роды, адвокат сделал гражданство и уехали. Нашему мнению можно доверять. Ну, с Богом. Для начала поздравляем вас всех с Новым годом и желаем всего самого хорошего в этом году и относиться ко всему проще, в том числе и к тому, что будет сказано в этом ролике. Ну а если вам не хватает, как и нам, новогоднего настроения, то на канале есть ролик, как мы отпраздновали предыдущий Новый год, в котором мы сделали оливье и нашли селедку для русского салата, селедку под шубой. Посмотрите, постарались сделать его максимально в новогоднем русском настроении. Начнем по традиции, как и в прошлом ролике, с климата. И здесь есть небольшие изменения. Да, в целом климат нас все так же устраивает. Блин, для меня это реально просто лучший город на земле из тех, где я жил. Для меня климат вообще супер крутой. В любое время сезона. Осенью обожаю, зима классная, не очень холодная. 17 градусов сегодня зимой в Буэнос-Айресе. 14 июля. Тепло. Просто лето, как будто бы лето. 30 июня, 4 градуса холода, на улице лютый холод. Я просто одел теплющую худи, куртку, теплые штаны, ботинки, ну и при этом все равно замерзаю. Вот тут реально нужно термобелье. Прошлая зима как будто не была такая холодная. Но стоит отметить, что насколько крутой климат в Буэнос-Айресе. Слякоти нету, дождей нету переходного периода, нету заморозок, снега. Да, по снегу ты в итоге скучаешь, но есть где его найти в Аргентине, куда съездить. В целом, жить зато комфортно. Ты не подскальзываешься, ты в слякоти не мокнешь, резину менять не надо, да? Вот такая вот разная зима в Буэнос-Айресе, день холодный, день теплый. Лето вообще суперское. Многие писали под прошлым роликом в комментариях, что подожди, лето у нас очень жаркое, офигеешь, и что вот лето прошло, еще одно. Да, бывали дни 32 и 34 даже градуса, но при этом из-за того, что Буэнос-Айрес очень зеленый город, в основном ты ходишь в тени, он закрыт листьями деревьев, и есть легкий ветерок, и постоянно, в принципе, тебя обдувает, ты не чувствуешь вот этих 30 градусов, как бы это было в России или где-то там в Техасе, где мы жили. Ну, то есть на улице вполне комфортно даже вот в такую жесткую жару, но в целом все равно большую часть времени, там в среднем 25-30 градусов. What the fuck is this?
Всем привет, я Андрей. Меня зовут Ксюша, и мы живем в Аргентине почти год. До этого мы жили в Таиланде. На мой взгляд, Аргентина нам ближе, чем Таиланд по причине схожести менталитетов, так как тут в основном выходцы из Европы, а Таиланд это, как мы знаем, Азия, и азиаты нам, прям совсем не близки. Родное русское. Для меня самым главным плюсом в Аргентине являются люди, потому что лучше, чем здесь, людей я просто нигде не встречал. И легализацию. Здесь достаточно просто легализоваться. Больше всего мне не нравится на данном этапе это то, что лето зимой, а зимой летом. Потому что вот Новый год завтра, а новогоднего настроения нету совсем. Нету ни снега, ни елочек. Вот здесь пиздец. Также в том ролике мы отнесли к минусам большое количество комаров. Но, как оказалось, это было аномальное нашествие, и все последующие года мы такого уже не наблюдаем. Какие последующие? Мы здесь живем 1 год еще после этого, мы 1 сезон видели. Сейчас вот второй только начинается, сейчас как полезут комары и охренеем опять. Короче, комаров нету, действительно, нам написали в комментариях, что это просто был такой год неудачный, и правда, вот с тех пор мы спокойно живем практически без комаров, во всяком случае не больше, чем их в России, например. Всем привет! Я живу в Аргентине уже 2 года. Перед тем, как сюда приехать, мы с семьей проехали 13 стран. И сильнее всего аллергия проявляется именно в Аргентине, особенно во время цветения. Далее мы обсуждали тему товаров и продуктов. И здесь только можем подытожить, что немножко ситуация улучшилась. Действительно, мы нашли огромное количество, либо за этот год их изобрели полезной продукции, то есть она постоянно расширяется. Да, это все еще не тот же ассортимент, что есть, опять же, там в России. Всевозможные там шоколадки с разными вкусами, мороженое, у нас просто огромное количество, и все это стоит на полках в обычных магазинах, а не так, что нужно куда-то заходить, специализированно искать. Здесь с этим, естественно, похуже, но в целом много крутой альтернативы. За это прям Аргентине респект. К полезной продукции мы относим ту, которая без сахара. Да, хотелось бы, чтобы она еще была и без муки, но что имеем, то имеем. Без муки тут намного меньше. Реклама. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. Но если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем тренироваться вместе. Например, в этом большом фитнес-зале Ламека на площади Конгресса. Или в этой качалке Нитроджим на границе Кабашиты и Палермо. Или в этом уютном тренажерном зале в самом сердце Палермо-Чика. Si tú tienes gimnasio privado en tu edificio donde tú vivas, podemos entrenar juntos ahí. Vamos! Качество товаров и продуктов в Аргентине все еще оставляет желать лучшего. Если вы, например, берете один и тот же йогурт в магазине на постоянной основе, то вы все равно можете каждый раз сталкиваться с абсолютно другим вкусом, другой консистенцией. Мы не понимаем почему, то ли нет стандартов, то ли не знаю, в чем еще может быть дело, но каждый раз товары действительно разные, и это отмечаем не только мы. Что уж говорить о, например, блюдах в ресторанах, да, то есть салат действительно может быть каждый раз абсолютно другой, по настроению шеф-повара, наверное. Из минусов Аргентина отличается от Таиланда доступом к цивилизации. В Таиланде все-таки есть знакомые нам бренды. Это сильно упрощает мигрантскую жизнь, когда тебе не нужно думать, где и что купить. Это типа, что тебе не хватает? Да, всего не всего. хватает. Яркий пример, я хотел у Ксюши на Новый год украшение купить. Оно стоит 1200 евро во всей Европе. Здесь оно стоит 3600 по скидке за наличку. Если придешь под закрытие магазина, сюр, в 3 раза дороже. За эти деньги можно сгонять до Франции, где это производится, купить и приехать обратно, это будет дешевле. Те же самые айфоны. Белый импорт тут отсутствует как таковой вообще. iPhone по Знакомых 5000 нам долларов, это сюр. Можно найти дешевле, если ты будешь искать. Но и альтернативы нет. Белому импорту нет альтернатив местного производства. То есть местное производство тут тоже ужасного качества и по огромным ценам. То есть просто ты не можешь, тебе не из чего выбирать. Было бы проще пойти в Икею и все купить. Или пойти в H&M, купить футболку базовую. А чтобы купить базовую футболку хорошего качества, ты должен тут перешерстить 10 магазинов, чтобы найти адекватную цену, адекватное качество и просто убить несколько дней времени. И также очень важным плюсом Аргентины является еда. Она очень похожа на российскую еду и в целом достаточно вкусная. Для меня это плюс, потому что мясо плюс, нечего. Морепродукты тут отстой, овощи тут вопрос. Но здесь для меня реально минус только фрукты. Фрукты здесь говно. А огурцы?
Да плевать мне на огурцы, я без них прожил бы. Ну, рыба, да, ну ты же нашла рыбу более-менее. А там она на каждом углу продается. Ну ты нашла, все, ок. Это как со сникерсами, типа... Там очень много сникерсов, разные граммовки, разных видов. Тут со сникерсами большая проблема. В целом в Аргентине можно найти все, вопрос цены. Вопрос цены и времени, сколько нужно потратить на то, чтобы найти что-либо. Короче, в целом продукции действительно становится как будто побольше на полках, но она все еще страдает. И с этим связано в том числе и открытие импорта. Та политика, которую, видимо, проводит Милей, стало легче заказывать какие-то товары из США. Например, мы уже заказывали iHerb, заказывали с Амазона. Да, там все еще есть определенный налог, но он невысокий. Доставка вообще иногда бесплатная, либо там $10-15. И в связи с этим реально очень много товаров появилось, таких более редких, да, которых раньше здесь не было, на полках. И из других стран, не только из США, это и продукты питания, это и электроника и так далее. Да и в целом все всегда говорят про инфляцию, про экономику плохую в Аргентине и как здесь сложно жить. И за последний год, конечно, вот после избрания Милея настрадались мы и вообще все, потому что цены просто взлетели в 5-10 раз на некоторые товары, и там что-то и песо шатало и туда-сюда. Но сейчас в целом все устаканилось более-менее. По крайней мере, для тех, кто приезжает там и меняет относительно рублей и долларов, курс очень приятный. И, наверное, сейчас один из самых лучших курсов, который здесь был когда-либо. За время нашей жизни. Ну да, раньше, конечно, было еще дешевле. Аргентина становится вполне доступной страной. Привет, я Оля. Мы в Аргентине уже года 3. Мы здесь родили ребенка. И сюда мы переехали из Германии. Если коротко, Германия — это правило ради правил. Аргентина больше для жизни. Здесь можно договориться. В Германии вообще ни с кем не договоришься. У нас такое описание, что Германия для отличников, Аргентина для троечников, которые привыкли сами вертеться по жизни. И я тут с удовольствием обнаружила, что уже в районе 2 лет занимаюсь даже доставкой. Мы возим вещи из США. Это получается быстрее, выгоднее и лучше, чем покупать здесь. Аргентину выбрали, потому что здесь очень крутые люди. Они просто счастливые. Не из того, что религия, допустим, как в Таиланде, а просто счастливые. У них вообще нет проблем. В Германии с этим туго, они очень напряженные, злые. Это напряжение чувствуется везде. И да, решили переехать из Германии сюда, и пока что живем здесь. Нам очень нравится. Но если вы только планируете сюда приезжать, то стоит подумать, потому что появился новый закон, правила по поводу иммиграции и получения гражданства. Теперь новоиспеченные родители аргентинца обязаны прожить 2 года, прежде чем подаваться на гражданство. То есть если раньше у них сразу было такое право, то теперь точно нужно жить 2 года, не меньше, без выезда за границу. То есть сейчас вы не можете приехать в страну, родить ребенка и практически сразу подать на гражданство. Сначала надо получить прекарию, может пройти полгода, а то и год некоторые ждут. После этого вы живете с ней 2 года, там с ДНИ уже с документами здесь, с видом на жительство. И после этого, только после 2 лет уже с видом на жительство, вы можете подавать на гражданство. И, соответственно, еще год, а то и 2 пройдет, пока вы получите гражданство. То есть в итоге там 4-5 лет. В принципе, если рассматривать выбор страны с другими странами, соседними, Мексика, Чили, Бразилия, то у них уже все это было раньше, а теперь просто здесь стало так же, как и там. Ну, где-то 1 год, в какой-то стране 2 года, у нас можно было подавать сразу, поэтому здесь такое количество русских постоянно ехало, что можно было быстро получить документы, но теперь стало как в других странах Латинской Америки. Ну и хотелось бы затронуть, наверное, самую болезненную тему для всех русских, приезжих, да может и для самих аргентинцев, это воровство, ну и вообще, скажем так, менталитет аргентинцев, не побоюсь этого слова, хоть меня Кристина и закидает палками, да и, наверное, в комментариях, но мы пожили в разных странах, и мы много здесь с кем общаемся, кто также жили там в других странах по всему миру, и такого, как здесь, ну, не видно нигде просто. Ну да, в Латинской Америке, наверное, в других странах еще хуже, там, если мы берем там Бразилию, Мексику и так далее, возможно, но Аргентина все-таки самая европеинизированная страна. Ну поэтому здесь только воровства, в Европе сейчас еще же хуже, поэтому все нормально, живем. Собственно, в прошлом ролике менталитет аргентинцев мы выделяли как плюс, и, наверное, мы все еще так и считаем. Аргентинцы добрые, отзывчивые люди, но с небольшой поправочкой. Потому что в целом, как будто бы для аргентинцев ничего не стоит своровать, как будто бы это не одно из 7 смертных грехов, потому что аргентинцы в целом очень верующие люди, но почему тогда настолько все склонны к воровству? Да, я скажу все, и многие меня заклюют, но мы пожили, и в целом можем сказать, что так оно и есть. Понятное дело, что во всех странах есть воровство, во всех странах там
могут у тебя украсть телефон, там, например, да, но так как это здесь происходит, вот эти выхватывания, ну, как бы, ну, в России, вот, например, вы можете просто на улицу уснуть где-нибудь ночью, там, у вас телефон выпадет, его никто вообще не возьмет, никому он не нужен, ну, потому что заблокировано, и что с ним потом вообще делать, да и, в принципе, у людей, как бы, есть деньги, смысл вот в этом мелких кражах, только проблем себе потом найдете. This is how safe Russia is. Let me show you this. So there is a Louis V bag and some packages. There is a Louis V bag and some packages inside the car, locked on a parking spot in the center of Moscow, which is the capital of Russia. Try to do this in any European capital. Park a car, a Porsche with a Louis Vuitton bag inside and some post packages and leave it there for like half an hour. Let's see what happens. Here, nothing fucking happens. This is how safe Russia is. Ты сам ответил на вопрос, у людей есть деньги. Тут воруют люди на мотоциклах, на новых. Ну вот у нас у друзей, у двоих наших, две семейные пары русских, у них выхватывали телефон на довольно хороших мотоциклах. И причем они потом по геолокации отслеживали, и они не вижу куда-то увозили. А вот здесь где-то там на районах, грубо говоря, в домах просто старые телефоны там люди уже оставляли, не хотят проблем. И мы ходили в полицию, и многим говорят, полиция сама, что ой, да не лезьте вы, там еще прирежут, мало ли что будет. За телефоном тут никто не будет встревать. Хотя у меня есть история, где один мужчина русский на самом деле сходил, там где-то был телефон чуть ли не в Вижьях, и он сходил туда, и там чувак сам офигел, что он к нему пришел, и он такой просто сидел и не знал, что в этом случае делать. Но в итоге, на самом деле, тот ему заплатил $100, и тот вернул телефон. Я говорю, зачем $100? Просто надо было забрать телефон. И да, выхватывают телефон у всех. Ну, то есть, вот есть же какие-то, я не знаю, нормы, морали, да, там у детей, я не знаю, у бабушек, да, окей, вы воруете, ну, воруете вы у богатых, условно, да. Но если идет там беременная женщина с ребенком, с коляской, и ее там толкнут, что она там чуть ли не падает, выхватить этот телефон, за который вы сколько получите, он заблокирован, $100-200, я не знаю. Хотя у кого-то там биржу потом взламывают, если не заблокированы. Тоже вот аккуратнее ходите по улицам. Это здесь есть. Няни, например, на площадках даже няни вытаскивают у других нянь, у самих аргентинцев вытаскивают телефоны. Вот воровство здесь просто везде. В такси вас пытаются... Увозят коляски на детских площадках, беговелы забирают, ну вот, то есть просто взял и ушел. Да, иногда это просто обычные аргентинцы здесь, как бы в богатых районах, нормальные. То есть мы же гуляем, смотрим, кто с нами гуляет. Там нет каких-то маргиналов, знаете, это нормальные те же самые люди. И тоже вот и такое происходит. И это вообще на всех стадиях. То есть ладно, там, да, понятное дело, что риэлторы, как я уже говорил в прошлом ролике, могут обворовывать, они могут там неправильно составлять договоры, не возвращать этот депозит. Вообще, где бы это видано, вот там в Америке мы жили, в России, чтобы не вернули депозиты, даже не задумываясь, что такое может быть. А здесь реально ты, ну, все вот подписывая контракт, понимаешь, что скорее всего им не вернут депозит, и это большая редкость, чтобы вернули депозит. Мы, кстати, вот уже переезжали, это наша новая квартира, об этом будет отдельный ролик, и слава богу, это тоже обошло стороной, там вернули, и здесь мы встретили русских, которые здесь жили до нас, и они также сказали, что им вообще вернули без вопросов. То есть я такой как будто наговариваю, а в итоге действительно, да, все люди разные, и хорошие тоже есть, но просто в процентном соотношении как будто здесь этого поменьше, а воровства побольше. На концертах зажимают, высматривают издалека, у кого можно украсть. Недавно русская женщина рассказала, как в нее напали, не то что напали, ее зажали с разных сторон мужчины и сняли с нее все украшения. Да, мне рассказывали, что здесь реально большая проблема пойти на концерт. То есть, казалось бы, да, плюс Буэнос-Айреса, тем более сейчас полузакрытая, скажем так, Россия. Сюда приезжают многие именитые там звезды, дают свои концерты, но на них страшно ходить, потому что, походу, местная, я не знаю, кто там, мафия или кто продают эти места местным воришкам, и они стоят реально вдоль сцены, не смотрят даже концерт, и просто высматривают всех, кто как бы там тусит с телефоном, потом просто окружают, прижимают и забирают телефон, ты даже ничего сделать не можешь, потому что там давка, толкучка, просто руки поднять не можешь. Нас даже адвокаты пытались обмануть. Мы когда обращались за помощью, утаивали, скажем так, некоторые моменты и неправильно преподносили информацию, и после этого там требовали еще деньги. То есть тут даже просто это на всех уровнях происходит. Поэтому будьте готовы вот в Аргентине к аргентинцам, что как будто бы для местных воровство это как бы такое, как будто бы не особо и плохо. Всем привет, меня зовут Сана, и мы уже 2 года как живем в Аргентине, а до этого жили на Кипре. И давайте я расскажу вам несколько отличий между Аргентиной и Кипром. Единственный и самый существенный для нас минус заключается в том, что Аргентина находится очень-очень далеко. И как для нас, так и для наших родных очень сложно сюда добраться. Кипр находится ближе как к Армении, так и к России. Что немаловажно, море. Практически круглый год можно загорать, ходить на пляже, отдыхать и все, что включено.
Также бурю эмоций в прошлом ролике вызвало наше мнение о купании, что аргентинцы не любят купаться, и что здесь как бы нету таких водоемов, как в России, не распространено вот эти вот поездки на выходные покупаться. И отчасти мы действительно были неправы. По городу очень много общественных больших бассейнов, то есть у них из-за грунта в их реке Ла-Плата действительно, ну как бы купаться там в заливе проблемно, где-то из-за этого тоже в соседних рядом озерах, речках тоже не очень чистая вода, но просто здесь вот такая природная особенность. Но при этом, да, по городу очень много общественных больших пляжей, парков, где люди приходят и могут покупаться. Но это все-таки бассейны, понимаете, как бы там с хлоркой, но это же не вот это вот, когда мы на шашлычки там выбрались на выходные, просто там 15 минут на электричке, да, и ты просто можешь и покупаться, и попрыгать в воду в карьер. Ну, нет тут все-таки такого. Да, можно, если есть машина, удобно действительно 4 часа, и ты на океане, купайся. Океан, конечно, это заставляет желать лучшего, но в целом он есть, спасибо. В другую сторону есть Барелочи реки, но это несколько, дней пути, ну тоже как будто бы не так просто все это. В общем, не знаю, куда запихать купание, вроде бы мы с ним разобрались, и действительно есть водоем, есть куда поездить, но все это все равно еще сложнее, чем в России, ну и, наверное, даже чем вот в Техасе в 10 минутах ездили и купались на карьеры. Карьеры можно вырыть, ну что, сложно? А, наверное, грунт, это тоже будет грязный карьер. Ну окей, вода рыжая, пускай она рыжая, купаться-то можно, там же будет чисто. В Таиланде очень нравилось, что всегда есть в доступе курорты, пляжи, и ты можешь сесть на машину и с любого края острова доехать до пляжа, наслаждаться солнышком, морем. Тема купания одна из самых болезненных для всех русских, а наше недовольство этим, судя по комментариям, болезненно для аргентинцев. Поэтому я решил во всем разобраться. Если коротко, то Аргентина живет по другой логике. Во-первых, тут мало песчаных и гравийных карьеров, которые в Европе затапливаются водой и становятся природными водоемами, из-за особенностей географии. Тут больше шахт и солончаков, а те карьеры, что есть, находятся на частной земле и в промзонах. Почти всегда они или засыпаются, или ограждаются, так как считаются опасными для купания. Аргентина входит в число стран-лидеров по запасам полезных ископаемых, но значительная часть месторождений не разрабатывается из-за строгих экологических законов. Здесь что не провинция, то заповедники и наследие ЮНЕСКО. Во-вторых, здесь жестче законы. Купаться в неразрешенных местах грозит штрафами, а разрешать купаться в карьере – это почти невозможная бюрократия. Никто не захочет брать ответственность на себя. Самозахват территории для купания, а именно так у нас все и купаются в карьерах, здесь почти невозможен. В-третьих, аргентинцы считают, что им не нужны опасные карьеры, так как есть океан, реки Парана и Уругвай, лагуны и природные озера Патагонии. Вот только ближайшая разрешенная для купания лагуна находится в 120 километрах от Буэнос-Айреса. Океан холодный и намного дальше, а чтобы попасть в Патагонию, вообще отпуск на неделю надо брать и жить в палатке, потому что цены там такие, что сами аргентинцы ездят купаться в Уругвай. В Европе карьеры стали пляжами от нехватки природных водоемов. Аргентинцы же построили бассейны в черте города. Платные бассейны. В общем, это просто разная культура и география. На самом деле, еще в плюс Аргентины можно записать ее месторасположение, то, какая она большая, как много различных достопримечательностей тут. От пустынь до ледников, от гор до океана, в общем, все есть. Че вот у тебя на душе, вот я тебе говорю, Аргентина? Вот тебе нравится? Мне чем нравится. не нравится? Отсутствие всей озоны в Вайлдберрис. Ну, по большому счету, в чем проблема отсутствия озоны в Вайлдберрис? Что как бы нет определенных товаров, к которым мы привыкли. Но есть же и заменители. Нет вот удобного такого там... Где все в одном месте, какого-то сервиса. Ну, то есть Меркадо Паго это не то же самое все равно. Меркадо Либре. Ну, об этом все говорят, что всем странам, в том числе и Америке, даже США, нужно развивать сервисы свои, да, онлайн-сервисы, банковскую систему. Реально в России это все самое развитое. Если вы когда-нибудь туда поедете и увидите, как там это все сделано, пожить, вы офигеете. Когда у вас есть эти сервисы по доставке, где есть все со всех стран, и все это просто по щелчку вам привозится. Для меня все еще самый большой минус – это вот обмен денег. Но это опять же, наверное, для иммигрантов. Но и да, есть какие-то приложения, типа там Белла, DollarApp, но я все равно страдаю из-за того, что вот у меня нет постоянной суммы денег, да, на которые я могу рассчитывать. То есть я все равно переживаю, что у меня кончится либо там песо наличкой, либо там что-то где-то не переведу. И я из этого ощущаю вот дискомфорт дикий, что я не могу где-то, разгуляться, грубо говоря. То есть я все равно в магазине всегда думаю, так, это я, наверное, не буду брать, потому что мне не хватит. Да, минус Аргентины в том, что здесь отслеживают АФИП, налоговая, все ваши расходы, траты, сколько
сколько у вас денег, и если это как-то не будет совпадать с вашими заработками, с вашими монотрибутами, то могут быть определенные проблемы. Сейчас все это еще облегчается, пока есть с этим сложности, поэтому местные особо не держат много денег на картах, поэтому у тебя все время наличка. И да, наверное, эта проблема никак не разрешится, пока ты не будешь такой здесь работать, получать деньги в песо, будешь это ходить, менять и просить, звонить, и в этом есть определенная сложность. Деньги здесь это скорее минус, чем плюс. Это относится и к стоимости товаров, это относится и к тому, как за это платить. Главный минус Кипра заключается в том, что там было очень дорого жить, там остров, и все, что привозят на остров, что стоит в разы дороже, чем даже тут в Аргентине, хотя тут тоже за последний год цены очень сильно повысились. А вот если явные плюсы? Для меня это отношение к детям. Ну да. Среда для детей, для семьи. Собственно, зачем мы сюда вообще приезжаем, да? Родить ребенка в хорошей среде и воспитать его тоже в доступной, безопасной среде. И вот что касается детей, вообще никаких здесь, наверное, вопросов. Есть все. Отношение к детям, наверное, самое лучшее просто вообще везде по всему миру. И это проявляется с пеленок, наверное. Обычно как у нас, да, там дети других детей не очень любят, то есть могут как-то там обижать и так далее. Здесь детки просто подбегают и сами там, ой, как-то маленькие там играются и хорошо относятся к другим детям всех возрастов. Когда я смотрю видео, как в России в автобусе женщину с детьми выгнали на мороз из-за того, что она забыла заплатить за проезд. И она предлагала уже оплатить, но ей контролер сказала: нет, все, выходи. Я вызвала наряд полиции на женщину с 2 маленькими детьми. В Аргентине, да, сопоставление. На входе водитель кричит всему автобусу, что заходит беременная женщина, уступите ей место. Вот, говорю, у меня аж прям мурашки. Или как, я, по-моему, рассказывала это, как мне женщина предлагала беременную убрать за Сельмой. Продукты жизнедеятельности ее, чтобы она не наклонялась. Вот, это как бы очень жесткий контраст. И, конечно, когда я представляю, как мы возвращаемся в Россию с ребенком, у меня очень большие сомнения, насколько там комфортно будет жизнь с малышом. Ну, с любым, на самом деле, ребенком любого возраста. Существенный плюс Аргентины заключается в том, что тут люди очень доброжелательные, очень приветливые, улыбчивые, обожают просто детей, не на словах, а на поступках тоже это все очень хорошо видно. Отношение к мигрантам на Кипре тоже уже такое себе, а в Аргентине мигранты, это мы, и к нам, по сути, прекрасное отношение, тут нас очень любят, очень принимают. Даже если мы не знаем языка, они всячески помогают, все, короче, здорово. Вот это я это весь год носил. И я просто вынашивал эту мысль с прошлого ролика «Год в Аргентине», потому что от вас постоянно прилетали комментарии: вот вы там езжаете домой, вот вам не нравится Аргентина. Но мы же не только по вот этому критерию выбираем страну для жизни, да? Но также и в России есть много других минусов. То, что здесь плюсы, там минусы, и наоборот. Вот мы заметили, что аргентинцы очень патриотичная страна. Это очень круто. Ну с да, одной стороны. но чрезмерный патриотизм, либо слепой патриотизм ведет к плачевным последствиям. Это мы можем видеть во многих странах и сейчас. Например, как это было у нас. Нам всегда говорили, что у нас там даже старые какие-то выпуски комедийных шоу, сами русские всегда смеялись над Почтой России, там буквально, да, самый такой обычный пример. Самый худший у нас была почта, где терялись посылки, никакого сервиса. Ну, короче, был просто кошмар. И за эти годы реально мы настолько развили те сервисы, которые вот как бы не нравились никому. Например, почта сейчас у нас в России одна из лучших просто в мире. Она быстрая, там работают молодые сотрудники, там есть очень крутое, удобное приложение. Открывали кучу постаматов в одном районе. Ну, то есть реально вот взяли и то, над чем смеялись и говорили, что это не дотягивает, это плохо, и сделали из этого хорошо, и сделали чуть ли не самое лучшее в мире. В то время мы приезжаем и говорим, что вот здесь вот как бы плохой сервис, здесь вот как бы плохо то, вот это можно улучшить. И аргентинцы такие как бы, ну, нам норм, едьте домой, у нас лучшая страна. Вперед, Аргентина, патриотизм. Ну, как бы, можно же как-то воспринять критику не как что-то плохое, а как призыв к действию, что надо это улучшить и действительно сделать, чтобы вашу страну считали лучше не только вы, живя здесь, да, а чтобы все в мире считали вашу страну лучшей и офигевали от вашего прогресса. А пока, ну, откройте новости, пока такого не происходит. Пока только все обсуждают, как Аргентина с 1920 года куда-то катится после кризиса первого. Ну, не знаю. Мне все нравится. Несмотря на все минусы, я кайфую от Аргентины. Наверное, вот с того ролика у меня прям в обратную сторону, в полярную поменялось мнение. Как будто бы даже мне не хочется отсюда уезжать. Как будто бы я уже не вижу себя в России. Несмотря вот на все недостатки, которые мы перечислили, действительно очень много вещей, которые перевешивают все эти моменты. Да, Аргентина как будто такая страна, что ты можешь от чего-то поливаться, что-то тебе не нравится, что-то тебя подбешивает. При этом душа здесь
поет, при этом хочется выходить на улицу, хочется изучать испанский, хочется общаться с аргентинцами, заводить друзей, хочется просто жить, наслаждаться жизнью, расслабленно отдыхать и просто не думать ни о каких проблемах, о которых ты думаешь просто постоянно во всех остальных частях мира. Да, и здесь ты приезжаешь, реально ощущаешь постоянное душевное спокойствие. И вот, наверное, вот это душевное спокойствие – это главный плюс, который затмевает все минусы и который позволяет тебе просто спокойно жить, растить детей. Наверное, это и есть та самая транкила. Которую мы в прошлом ролике выделяли за минус, но теперь, видите, 2 года, да, прошло, и теперь мы такие, транкила – это, в общем-то, не минус, а плюс, уже аргентинились мы. А вообще, что мы поняли за 2 года нахождения тут, это то, что вообще сравнивать с каким-либо городом, с какой-либо страной, это просто без толку. Если вы решили приезжать в Аргентину или в абсолютно любую другую страну, то оставляйте все ваши сравнения, сомнения, жизнь, которая у вас была до этого, все оставляем там же, с чистого листа, с чистой совестью, почему бы и нет, переезжаем в новую страну. Ну, мы же вот в Америке жили, мне в Америке вообще не было так комфортно. Ну, то есть я прям... Кстати, кто-то писал... А мне было? Кто-то писал в комменте, да что она там рассказывает, типа у нее там просто у них не было документов, поэтому они оттуда уехали. Ну вот вообще нет, вот вообще не хотела жить в Америке ни изначально, ни тогда, ни после. И сейчас не жалею, что мы оттуда уехали. Абсолютно мне там не Кристина нравится. там осталась вообще только из-за меня. Ну, да, можно У меня была такая мечта, и я на соревнования туда приехал, остался, а Кристина, грубо говоря, задержалась со мной, и мне чуть ли не каждый год говорила: едем домой, едем домой, Да. едем домой. Да. Вот, в Аргентине такого нет. Мне здесь вот действительно очень нравится. Ну, кстати, да, это, наверное, главный показатель. Happy wife, happy life. Здесь я не слышу такого от Кристины, то, что слышал в США. А когда мы поедем в Россию, просто живем, кайфуем. За это время к нам уже приезжали моя мама 2 раза, Кристина мама, даже подругу мы сюда привозили. И как будто бы можно дальше жить. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем йоу, чуваки. И до скорого. Какой-то трагичный, грустный получился ролик. Ну, наверное, вот так вы и можете увидеть, как здесь живут русские. В целом всем нравится, мы даже вот по чату читаем, и люди реально там писаются от многих вещей в Аргентине, но при этом, если вот с глазу на глаз вот так разговариваешь, как мы сегодня с вами поговорили, как с нашими друзьями, да, то как-то у всех все трагично, грустно. Да не трагично. Трагично это когда, не знаю, ты сидишь в тюрьме на границе с Мексикой и Америкой. Вот это трагично, наверное. Ну, и даже такие люди выкладывают, что ой, классно, я посидел в тюрьме, и теперь я в США, счастливая жизнь. Просто не может быть иммигрант счастлив, потому что иммиграция это всегда сложно, всегда есть какие-то нюансы, всегда скучаешь по дому, тебе не хватает вещей, которые есть дома. Просто есть люди, которые понимают, что они приехали в другую страну, и они готовы, да, как бы к смене обстановки, а кто-то к этому не готов. Вот и все. И те, кто не готовы, для них поэтому это трагично. Но такие уезжают. А те, кто живут здесь, они готовы, но просто скучают по каким-то вещам, и это нормально. Do you know the muffin man?